Всех приветствую! Мой зритель LuxDes подкинул интересную идею для выпуска. Порекомендовал проверить наемников, есть ли от них толк и как ими управлять. Я затестировал наемников-бойцов и робота-носильщика. От них мало толку и управляются они ужасно. Даже я бы сказал, они создают ненужные проблемы. У бойцов-наемников оружие без глушителя. Когда они начинают стрелять, то враги сбегаются на их выстрелы. Во время боя они почему-то не лечатся. Когда я поднимал с них дроп, то в рюкзаках были аптечки, но они ими не пользуются во время и после боя. Нужной команды для восстановления здоровья наемников я не нашел. Единственную команду, которую я обнаружил через клавишу B на русской раскладке I. Эта команда приказывает удерживать позицию. С помощью нее можно вывести наемников из боя. Они просто сразу побегут на точку, которую вы отметили. Нет одного приказа для всех наемников сразу, и я не смог отдать приказ конкретному юниту. Приходится нажимать несколько раз. Данная команда работает по очереди на каждого наемника отдельно. Боевые наемники стреляют по врагам только после того, как вы начали стрелять, или открывают ответный огонь, если попали под вражеский обстрел. Они не могут повторить за вами полностью маршрут передвижения. Часто они будут искать обходной путь там, где вы смогли его сократить. Во время обходного маневра они могут нарваться на врагов и умереть. Во время боя они двигаются и иногда меня выталкивали своим передвижением. Так можно свалиться в невыгодную позицию или вовсе из-за них погибнуть. Наемники стреляют по врагам посредственно, в основном попадают в туловище. Одним словом, ребята проблемные и сгодятся лишь для того, чтобы отвлечь врага, взяв на себя их огонь. С роботом-носильщиком дела обстоят немного лучше. Находите безопасное место и отдаете приказ, чтобы он удерживал позицию. Тогда можно бегать по карте и спокойно собирать лут. Затем к нему вы можете вернуться и переложить в него немного предметов. Я в него загружал дополнительные патроны или аптечки. У него мало места для предметов, и по сути, этот робот существенно не увеличит вашу добычу. Если он будет перемещаться за вами по карте, то враги его быстро подстрелят. А еще он часто встает перед вами в неудобном месте, и вам будет затруднительно из-за него передвигаться. Поэтому, если вы его берете с собой, то ставьте в безопасное место. Кстати, когда вы загружаете предметами робота-носильщика, то его не обязательно с собой выводить до точки выхода из карты. Поначалу я думал, что его нужно довести до точки эвакуации, так как я не обнаружил предметов от робота в общем списке, открываемом на базе после прохождения карты. Я составил список своих предметов на складе, после еще раз пошел с роботом в экспедицию и положил в него определенные предметы, которые были в единственном числе только у него. На точку эвакуации я добежал сам без робота. Вернувшись на базу, я заметил, что предметы от робота в общем списке почему-то не отображались. Предметы, которые были в роботе, в итоге автоматически добавились на склад. Получается, разработчики не сделали отдельный интерфейс отображения предметов от робота-носильщика на базе после возвращения с экспедиции. Благодарю за просмотр. Если я что-то упустил, то поправьте меня в комментариях, подписывайтесь на мой канал и группу в Телеграме. Да пребудет с нами сила, и еще увидимся.